Всем добрый день, меня зовут Христина Высоцкая, и это моя авторская лекция «Экспериментальный художественный текстиль 2010-х годов». Прежде чем мы приступим к материалам моей лекции, я вам представлюсь. Я закончила Белорусскую государственную академию искусств в 2015 году, и с тех пор я преподаю там, и я являюсь художником текстиля профессиональным. Также я магистр искусствоведения, куратор выставок художественных, лауреат разных конкурсов, республиканских и международных. Постоянно езжу, интересуюсь тем, что происходит в мире художественного текстиля, и, собственно, сейчас я хочу с вами поделиться этой информацией. Если вам будет интересно, можете зайти на мою страницу в Инстаграме и посмотреть подробнее, я там периодически публикую разные материалы. Вот. Итак, что же такое экспериментальный художественный текстиль? То, к чему я пришла, к какому выводу пришла за последние годы, что экспериментальный художественный текстиль — это и есть современный художественный текстиль. Возможно, многие коллеги со мной не согласятся в том смысле, что современный текстиль — это не только эксперименты, это также и классические текстильные традиции, это классический гобелен гладкотканый, ткачество и прочие направления. Однако, по моим наблюдениям, то, что делается сейчас на западноевропейской сцене художественного текстиля современного, это как раз-таки то, о чем и идет речь в экспериментальном текстиле. Это поиски различных новых направлений, новых материалов, новых тем, смешение различных понятий. Эксперимент в чистом виде в текстиле — это то, что сейчас является неотъемлемой частью современности, современного текстиля. И я хочу вам показать несколько примеров того, что, на мой взгляд, очень хорошо отражает вот эту тенденцию экспериментов в текстиле современных. Для начала вот эта выставка «Международная биеннале современного текстиля ВТА», это World Textile Association, это, получается, мировая текстильная ассоциация, ее проводит. И в прошлом году, в 2019 году, эта выставка проходила в Мадриде, в Испании. И мне повезло на ней побывать и посмотреть, как это вообще выглядит, что там творится, вдохнуть этим воздухом. Вот, например, вот эта работа японской художницы, она называется «Плавающий оазис». На мой взгляд, это такой очень хороший пример этого эксперимента и этих новых веяний в текстиле, когда есть все, есть ощущение традиции, привязки к текстильным корням именно вот Японии, так это уроженка Японии. А также есть вот этот поиск материалов неожиданных. Мы не скажем, что цветочек физалиса — это современный материал, какой-то экспериментальный. Нет, но здесь именно подача, вот это очень тонкое чувство материала, какая-то метафора во всем. Это и есть эксперимент, это такой комплекс разных эпох, наслоений идей. Эта работа, она заняла первое место в номинации мини-текстиля на этой выставке. А эта работа заняла третье место в той же номинации. Называется «Захват». И тут вот интересный момент. Экспериментальный текстиль, вот по одной из таких очень важных позиций, это вопрос поиска различных материалов, новых материалов или смешения традиционных материалов с неожиданными материалами, не текстильными. И вот здесь вот такой случай, когда соединяется гипс с войлоком. Причем автор подчеркивает в описании работы, что это не просто мериносная шерсть, и там еще есть шелковые волокна, то есть подчеркивает вот этот захват природы, всего искусственного, что природа все равно победит. Но получается, что здесь такая тонкая грань идеи и материала, и все это воплощается в таком современном произведении.
А эта работа, она заняла, я, если честно, не помню, по-моему, второе место в этой же выставке, но в номинации большого интерьерного текстиля. Это латиноамериканская художница, работает последние лет 15 с этим материалом, с металлом, именно как переработкой разных вот жестяных банок, той же Кока-Колы и прочего. И постоянно она работает вот на появление вот этой игры между трэш-артом, ресайклингом и вот этой переработкой, переосмыслением таких обычных, очень банальных материалов, какой-то новый, поиском новых прочтений. Вот. И когда смотришь на такие работы, внутри что-то ёкает, начинается такое, игра воображения. Консуэло Валкер с этой работой не заняла никакое место, но она очень запала мне в душу. Называется «Избыток». И какой простой ход. И так интересно смотрится, когда ты понимаешь, что это текстильное полотно, которое полностью пробито кнопками, не кнопками, а булавками. И когда ты смотришь, ты просто думаешь, а как это сделано? А как это вообще привезли? Как они это выставили? И сразу очень много вопросов возникает. Сразу вот такая абстракция, по сути, простой ход, но настолько эффектный. И название, которое заканчивает вот весь образ. И эксперимент здесь в том, что идет такой поиск работы, скажем, неожиданных материалов в их новом прочтении и новой подаче. Фактура, которая вот несет в себе образ. Эта работа, она заняла второе место на выставке. Это работа литовской художницы Греты Кардисюте. Называется «Бесконечный мотив». Это такой пример текстильности, такого высокого уровня идеи, когда это уже даже не текстильными материалами решается все. Этот материал — это, по сути, деревянные палочки, где-то 10 сантиметров в высоту. И вся эта инсталляция, такая экстерьерная, она была выставлена в парке. И тоже, когда ты видишь такой объект, сразу завораживает воображение, когда ты представляешь, что это же нужно было сделать. Это же художник должен был приехать, не один день провести за созданием этой экспозиции. И вот она здесь, перед тобой. А потом выставка закончится, пройдут вот эти 2 месяца, и все. И ее больше не будет. Но опять-таки текстильность здесь обыгрывается не только вот этим одним мотивом, но еще тем, что все-таки это орнамент, это элемент орнаментальный. И в этом экспериментальность, в том, что берутся новые формы, неожиданные материалы, совершенно не текстильные медиа, которые вот этот диалог с языком текстиля продолжают. Следующая выставка, которую я хотела рассмотреть, это Венецианская биеннале, 58-я, она в прошлом году проходила. Кто не знает, Венецианская биеннале — это один из самых крупных форумов международных, не текстильных, а именно форумы искусства, современного искусства, где-то даже ультрасовременного. И у меня было такое наблюдение интересное, что текстиль как медиа очень часто используется. И очень часто даже не текстильщиками, не художниками текстиля, а художниками, которые работают с разными материалами, с разными формами. Но это все еще является текстильным произведением, по сути. Я хотела вам их показать. И это все об экспериментах с материалом, прочтением. Вот работа этого китайского художника Троян, она очень завораживает воображение, когда ты на расстоянии смотришь, думаешь, такой очень, с какой-то стороны, есть в этом и поп-арт, есть какая-то цитата,
иллюстративность в этой работе. Ну и с расстояния на самом деле не видно, что здесь происходит, каким материалом это все решено. А материалы это в этом случае это одежда, использованная одежда из секонд-хенда, трикотажные различные майки. И насколько по-другому начинает воображение работать, когда ты подходишь ближе к произведению, которое по сути является троянским конем, я покажу потом почему. И ты понимаешь, что это сидение в самолете, и человек в общем, застыл в позе перед тем, как что-то должно случиться, какая-то катастрофа, и все из использованной одежды, ну и сразу начинают мысли работать. А что же, почему именно так решено? А в эту работу можно зайти с обратной стороны, и попав внутрь, художник хотел, чтобы зритель ощутил вот это состояние клаустрофобии, того, что ты в замкнутом пространстве, все на тебя давят вот эти железные конструкции желтые, и ты видишь вот эти формы, ну, привязка опять-таки к человеку, к каким-то личностям, ну то есть дальше воображение может достраивать вот эти образы как угодно. Ну, вот такой интересный момент. Дальше в поддержку к этой работе этого же художника была выставлена такая большая скульптура из различных медиа «Негде приземлиться». Все та же обыгрывается идея самолета, и вот эти колеса шоссейные, они, получается, ну, наоборот, перевернуты, как будто, получается, в воздухе находятся. Но что интересно тоже, как обыграны колеса. Колеса тоже сделаны из трикотажа черного. И когда подходишь ближе, получается, что ты воспринимаешь вот эту связь как бы неожиданных материалов, и тут текстиль начинает воображение подхватывать. А еще одна работа, инсталляция, даже целая комната была вот этими работами представлена, это тандем художниц Кристин и Маргарет Вертейн, «Вязаные коралловые рифы». И тоже работы эти с 2005 по 2019 год такой период занимают. И что интересно, что каждый блок этой инсталляции, он свое название имел, но вместе это коралловые рифы. И здесь интересный пример тоже таких неожиданных подходов, когда при внимательном близком рассмотрении мы видим, что это вязаный текстиль крючком, и получается такой разрыв шаблонов, разрыв понятий, что с одной стороны это такой элемент чистое рукоделие, которое ассоциируется не с высоким искусством, а здесь раз, и он представлен на выставке международного высочайшего класса. И ты понимаешь, что тут дело не в том, какая техника задействована, а в том, как это подано, какие образы начинают рождаться благодаря этой технике. Вот я тут фрагментик вам показываю, что были места, где также использовали вот этот прием, когда ready-made, это готовые материалы включают в работу. И насколько по-другому начинает мозг вот эти элементы задействовать, насколько по-другому мы воспринимаем то, что видим. Еще вот это был тоже фрагмент этой инсталляции, тоже вязаная крючком, очень красиво смотрится, когда ты понимаешь, что все безупречно, каждый элемент на своем месте, и он несет какую-то свою функцию, раскрывает историю. И вот тоже кусочек экспозиции. Это были из диодной ленты, очень тонкой, связаны тоже крючком, такие образные кораллы, и некоторые из них периодически мерцали, то есть как будто глюк какой-то был. И тоже такая, с одной стороны, когда на фотографии смотришь, такое ощущение какой-то фантастики,
И опять-таки есть привязка к текстильности, а когда вот они мерцают как глюк, как будто ты возвращаешься в реальность из нереальности или к тому, что может быть все это обман. Ну и много разных мыслей могут после этого рождаться. Вот, так это я к чему? К тому, что эксперименты в текстиле, они могут быть не только в том, какой материал использован, но и в том, как это подано. Вот когда такая доска, на которой мелом нарисованы, ну это еще один фрагмент экспозиции, мелом какие-то чертежи тоже вводят нас в какую-то историю такую фантастическую, какой-то сказочный, вот придуманный мир художниками, как будто сумасшедшего ученого доска, и все начинает работать. И здесь получается смысл не в том, каким материалом ты работаешь и в какой технике, а как оно все друг за друга цепляется, как вот эти разные фрагменты мозаики начинают собираться в единый образ, и в этом эксперимент. В том, как зритель, будоражится воображение зрителя. Это тоже была часть экспозиции. Польская художница. Называлась инсталляция «Властелин заброшенного успеха». И тоже название, которое тут же начинает работать вместе с визуалом. А в чем текстильность? В том, что это тоже пример ассамбляжа, ready-made, когда используются готовые материалы, тоже стыкуются, казалось бы, неожиданные, нестыкованные, не стыкующиеся друг с другом материалы. И что-то начинает происходить, фантазия начинает работать в этом случае. А в павильоне Гааны на Венецианской биеннале мне повезло увидеть вживую наконец-то работы африканского художника Элиана Цуя. Он, по сути, он себя к текстильщикам не относит, но его работы, они настолько для меня 100% текстильные, что невозможно их не рассматривать в презентации, в лекции о текстиле. Дело в том, что он такую всю свою жизнь он работает в направлении тоже такой переработки, работает с металлами. Эти металлы тоже использованные прежде. Это все тоже тема ресайклинга, переработки. Они прессуются, сшиваются между собой, получаются такие фантастические рельефные полотна металлические. И они смотрятся как какие-то просто неземные, золотые, невероятно дорогие произведения искусства. И это такой гобеленовый язык, настолько текстильно. И в этом получается эксперимент, что был взят материал, не относящийся вообще никак к текстилю, и он был переосмыслен, переработан, и каждый элемент вот этот, он по сути сшит между собой, только не ниткой, а проволокой. Вот так получается. И в принципе модульность элементов — это очень текстильный язык. Когда есть модули, они между собой соединяются в какой-то паттерн, в какой-то орнамент, в какую-то систему повторов. Это очень текстильное решение. И здесь уже не идет речь о том, что сделано это из ткани или нет. А здесь сам принцип включается в работу. Я остановлюсь еще на этом слайде. Просто хотела сказать, что вот на примере этих работ я хотела показать, что эксперимент, он не в том, что мы берем какие-то текстильные материалы и что-то с ними делаем. Мы можем брать и не текстильные материалы, мы вообще можем с текстилем не работать. Но у нас может быть какая-то привязка ментальная, скажем так, к текстильным ходам. И оно будет уже текстилем. И смысл современного текстиля в наше время, он не только в том, чтобы работать с шерстью и следовать текстильным традициям тысячелетним, но еще и в том, чтобы искать новые поиски.
искать новые решения какие-то. Каждый художник для себя выбирает свой путь, и я очень уважаю тех художников, которые работают в своем направлении, традиционном, и его поддерживают, возносят на уровень высокого современного искусства. Но когда художники работают и в экспериментальных направлениях, это тоже очень интересно, очень неожиданно, и вот лично мне это направление близко, и это будет очень субъективное, конечно, мнение, но вот те вещи, которые я вам показываю, это то, что заставляет воображение работать. Вот. И так мягко из высоких, очень престижных выставок мы просто перейдем к тому, что происходит у нас в Академии искусств на кафедре декоративно-прикладного искусства и костюма, где я работаю. Я расскажу о нашем экспериментальном художественном текстиле. И говоря о текстиле Академии, нельзя не упомянуть Павла Бондаря. Это художник текстиля, который был просто высочайшего уровня экспериментатор, но, к сожалению, вот за последние 15 лет его жизни работ у него было не очень много, и, в принципе, не все сохранилось, так как он работал в Академии искусств с 2000 по 2014 год, и в это время он всю свою энергию, все свое творчество он посвящал студентам. И вот сейчас на этом слайде в качестве примера я вам покажу немногие гобелены, которые лично у меня в фотоматериалах есть. Это его гобелены и рушники «Прикосновения», «Май» и «Июнь». Они подряд идут. И немножко фактур. Вот вы, наверное, смотрите и думаете, а в чем здесь эксперимент? А в том, что это работы 90-х. И вот для белорусского текстиля это очень был такой очень самостоятельное такое движение, очень новаторское, очень самобытное. То, что он работал с очень тонкими растяжками в гобелене, например, включал в них свои авторские ходы, например, свои вышивки или свои обкрутки. У него были текстильные камни, различные авторские техники он изобретал, в ткачестве свои приемы выводил. Я когда вживую увидела эти работы, у меня просто дыхание перехватило от вот этой сложности фактуры и такой глубиной. Вот поэтому мне очень хотелось вам это показать. Но когда он работал в Академии, так получилось, что его направление основное было эксперименты в текстиле. И даже свои предметы и свою мастерскую он называл лабораторией экспериментального текстиля Бондаря. И я вам покажу, что мы делали. Дело в том, что я попала на его курс в 2010 году, и, по сути, последние 4 года его преподавательской карьеры я застала. Поэтому вот это фотографии из его личного архива, 13 и 14 год, это наша группа. Мы занимались на его занятиях, на его курсе различными поисками, экспериментами в текстиле, и они были как в гобелене, они были так и в аппликации текстильной. Мы занимались трэш-артом и различными поисками переосмысления готовых текстильных материалов. И вот это, например, работы его студентов. Это направление он называл гобелены и рушники. Рушник по-белорусски, с белорусского это полотенце, это наш традиционный элемент текстиля национального. И в своем творчестве еще в 80-е, 90-е он вот это направление вывел в такую отдельную нишу гобелены и рушники. И своих студентов он учил своим, как в принципе мастер-класса, своими этими
вот этим техникам. И что было интересно, что вот такие интересные, живые, фактурные, колоритные произведения у нас получались. Они даже идут без названия. На его занятиях, в принципе, очень часто нельзя было даже отличить, где чья работа, потому что там было очень много души преподавателя и вот этого желания показать, раскрепостить в материале, показать возможности фактуры именно в тех узловых техниках, которые он для себя вывел вот в свои как бы классические направления. Очень много использовал обкрутки, были гобелены на диагональной основе. А вот так, например, в 2011 году выглядел просмотр в его мастерской. Мы очень часто, даже не часто, а всегда он в своей мастерской выставлял работы всех курсов, всех своих студентов. Часто нельзя было даже, если не было подписи, понять, где какой курс выставляется, потому что это все был такой взрыв эмоций, взрыв эксперимента, поиска в фактуре, в материале. Мы работали и с монтажной пеной, и с различными текстильными и нетекстильными аппликациями, с бумагой, картоном, вышивали потом поверх, вставляли неожиданные материалы. Вот это были примеры автопортрета. То есть вот все вот эти практически 15 лет его работы, все студенты проходили через школу такого взрыва, раскрепощения, взрыв цвета, эмоций, неожиданных материалов. И могло случиться все что угодно на занятии, и это было здорово. Вот одна из последних, это был последний курс, вот в 2014 году, последний год, и по сути эта работа одна из лучших была в тот год в направлении трэш-арта. Задача стояла в том, что нужно было взять один элемент какой-то из реальной жизни и его переосмыслить именно текстильным языком. И в качестве элемента был взят старый ботинок. Или вот эта работа Бабковой, Милы, на первом курсе была сделана. И тоже такой самобытный язык, смотришь как какого-то инопланетянина, а это текстильная такая аппликация объемная, там синтепон внутри идет, и крошение тоже такое неожиданное с различными вот добавлениями акрила, и вот так. Так получилось, что после ухода Бондаря он ушел в 2014 году, а в 2015 году я закончила академию, и мне предложили остаться на кафедре. И это направление, оно как-то вот само собой плавно перешло ко мне, экспериментального текстиля. Ну, это было бы кощунством продолжать делать и учить то, чему учил Павел Бондарь, просто потому что это его авторские техники были, они всегда позиционировались как авторские, как его находки, которыми он в своих таких, на своих занятиях, мастер-классах как бы передает вот этот опыт от мастера к ученику, к студенту. Поэтому, в принципе, то, что мы начали делать на экспериментальном текстиле, оно отличается. Но как бы его идеи, вот эти смыслы поиска, они перерождаются постоянно в нас. Мы начинаем вот с 2016 года, с 2015 начинаем работать с материалами, с которыми просто, ну, как-то почему-то не доводилось работать до этого. Так, например, на третьем курсе по моему предмету Мария Разумович, она сделала такой триптих, «Таяние льдов» назвала. Здесь использовалась эпоксидная смола, которая заливалась под качество. От качества тоже из одежды секонд-хенда, которая разрезалась. Ну, то есть, по сути, это тоже пример ресайклинга
и такое переосмысление неожиданного материала в новом таком амплуа. Или вот эта работа Ульяны Демидович, она называлась «Полонез Огинского», называется «Полонез Огинского». И тоже здесь, получается, идея была в том, чтобы, в принципе, задача всегда у нас стоит в том, чтобы показать идею минимальными какими-то средствами. Либо они будут не минимальные, но нам нужна выразительность и неожиданность, свежесть идеи. И получается, что когда она выбрала Огинского для задания, потому что нужно было выбрать персонажа, личность историческую, белорусскую, и сделать свое такое прочтение в текстильном произведении. И получился такой микс. Здесь не только текстиль, здесь дерево, нитки, клей жидкий. И вот получилась такая как бы свежая, такая волнующая, бодрящая работа. И вот был триптих, но у меня только 2 фотографии, к сожалению, Марии Разумович. «История от качества» называется. И тоже получается, что задача стояла в том, чтобы показать идею неожиданными материалами, неожиданным подходом, подачей. И получается, золотая работа, такая мини-скульптура, она рассказывает о золотом веке ткачества, когда текстиль был самым, по сути, на вес золота. Это было высочайшего класса декоративно-прикладное искусство, которое все-таки было привилегией очень богатых. И вторая работа рядом, черная, это уже современность, это глобализация, это когда у нас победила промышленная революция, и текстиль обесценился, и у нас появляются вот эти стопки рубашек и чего угодно. И получается, ткань это уже достаточно дешевый продукт. Но идея была в этом. Или вот, например, эта инсталляция Ерохиной Виктории прошлого года «Социальные сети» называется. И в чем экспериментальность? У нас неожиданная, современная идея, а материалы это шнур, такой строительный шнур, пластиковый, и все, и вязание крючком. То есть техника не всегда значит, техника, она может оставаться традиционной, но нам нужен именно такой неожиданный подход, может быть в идее, может быть в материале, может быть все вместе или в подаче. То есть эксперимент в текстиле это может быть на самом деле все что угодно. Это просто любые нестандартное мышление в этом направлении, такой разрыв шаблонов. Опять-таки, коллеги со мной могут не согласиться, но это то, как я это вижу. А это была дипломная работа 2018 года Майи Степанько. Она назвала ее «Путь осознания». На фотографии не видно, но там на самом деле есть еще светодиоды в некоторых рыбах. И это, например, круговое ткачество. Используется леска, фатин, сизаль внутри. Вот такой вот интересный ход. Чем мне нравится текстиль, за что я люблю текстиль, за то, что это живой очень материал, он такой мягкий, такой будоражащий своим этой пластичностью, фактурой, цветом. И у него очень много возможностей. А это была дипломная работа Марии Разумович, она называется «Реликты». И здесь получается такой прошлый выпуск, 19-й год. И вот эта работа для меня лично, она является таким собранием того, через что мы прошли за все 5 лет обучения. Потому что здесь
здесь есть, по сути, все. Здесь есть и рельефное ткачество. И на фотографии, возможно, не очень видно, но на самом деле это нитки, обернутые в полиэтилен. И за счет этого появляется такой эффект свечения, блеска. А также в каждой раме идет диодная подсветка. Ну и получается вот такой очень чистый язык на выходе. Ну, не знаю, насколько, как вы почувствовали, но я, готовя эту лекцию, вот придя к этому слайду после тех же, как бы, тех же снимков работ с Бондарем, просто у меня вот такое осталось впечатление, что вот эти все эксперименты, они не ушли, просто они начали как бы так выкристаллизовываться уже в более дизайнерские вещи, уже более собранные, такие лучше поданные работы, современности. То есть имеет место, все имеет место быть, просто вот именно это следующий шаг в нашем развитии. Я не знаю, что будет в следующем году, что будет через 5 лет, какой виток вот эти все идеи примут дальше у нас на кафедре, потому что это все живой такой процесс, это то, как происходит взаимодействие преподавателя, нового студента, новых идей, новых процессов мировых. Это будет интересно понаблюдать. А это работа Алины Самсонович. Называется «Грани эмоций». Это мини-текстиль. Работа высотой, по-моему, буквально 15 сантиметров. Вот эта подложка 20 на 20. Эта работа делалась в рамках экспериментального текстиля, но я предложила студентам попробовать свои силы, поучаствовать в выставке в Италии мини-текстиля Art and Art. Ее организует. Эта выставка в Комо, проходит каждый год осенью. Работы подаются в феврале, февраль, март, апрель. По-моему, в апреле конец подачи заявок. Вот я предложила студентам, кто хочет, сделать работу специально для этой выставки и все условия выставки соблюсти. И вот в этот год, это был 18-й год, концепция выставки была Humans, люди. То есть нужно было текстильным языком в формате 20 на 20, современным текстилем, высказать какую-то свою идею, какую-то свою концепцию на тему люди. И Алина выбрала идею грани эмоций, то, как эмоции могут нас разъедать, могут нашу форму морально искажать, деформировать. И идея была еще в том, чтобы не показывать это цветом, потому что цвет — это эмоция, это достаточно такой изведанный путь. И получилась такая работа. И что интересно, она прошла на выставку, там было около 300 заявок со всего мира, и из 50, то есть из 300 заявок были отобраны 50, и ее работа тоже была в их числе. Это было очень приятно для нас. А это работа ее одногруппницы Пуховской Анастасии. Она тоже прошла на эту выставку. То есть концепция та же, люди. И Настя выбрала идею показать эталоны женской красоты. И тоже понятно, что мы видим политическую Венеру как эталон такого прошлого и такой уже современный, практически прозрачный. В качестве материалов использовалась рыболовная леска разной толщины. И тоже очень много мыслей возникает, когда смотришь на эту работу. Так что, да, эти работы были в Италии, потом во Францию ездили. И сейчас уже выставки закончились. Это работа Швайбович Алины, изолирующая абстракция она называется. Получается так, что в 2019 году я точно так же, как и в 2018, предложила студентам поучаствовать, и Алина решила попробовать, и у нее получилось, она прошла. То есть все те же критерии, 20 на 20 формат, который нельзя превышать. И в этой работе у нее, получается, использована и рыболовная леска,
и люрексные такие позолоченные нитки, и также эпоксидную смолу она тоже начала использовать. Вот, по-моему, получилось красиво. Вот, а это вот буквально в прошлом семестре мы вот такой проект сделали с студентами в рамках тоже экспериментального текстиля. Мы назвали этот проект «Спадщина». И я предложила студентам попробовать себя в направлении костюмного environment. То есть это то направление, в котором костюм является произведением искусства, но произведением, которое будет работать только будучи на человеке. К человеку надо его одеть, и он как бы становится частью вот этого происходящего. И смысл был в том, чтобы вот эту тему ресайклинга, переработки материалов вторичного использования поддержать, а также я предложила эту тему связать с личностями, тоже историческими личностями белорусскими. И девушки выбирали, наши студентки выбирали личности, которые им интересны. И в этом случае вот защитница — это был образ Ефросиньи Полоцкой. И тоже в этой работе использовались бутылки пластиковые, которые тоже она деформировала, она их плавила, нашла свой тоже такой авторский подход к этому. И получился такой очень интересный, такой невесомый образ. А эта работа Швайбович Алины Беня, она посвящена Алине Киш. И интересно, что дальше как бы каждый автор, каждый студент, художник, они свои мысли, свои такие главные идеи выносили. И вот у Алины идея была в том, чтобы показать, как бы, что у каждого человека есть вот этот внутренний мир, который он скрывает. И она пыталась этой работой показать, что нужно как бы не скрывать себя, как бы, свою вот эту внутренность, все-таки показывать и не пытаться подстраиваться под общество. Но если вы знакомы с биографией Алены Киш, то вы найдете в этом связи. Но если нет, то почитайте. А вот эта работа Насти Лунцевич, «Речь», по-белорусски она называет «Гаворка». То есть тут в качестве этого образа был взят Кирилл Туровский, это белорусский просветитель, и получается так, что она взяла за основу его тексты и идею вот этого письма, когда все-таки, когда человек, он начинает осознавать свои мысли, свои поступки, и как бы чистить себя, свою такую ментальность, получается вот такая мантия в ее случае. А это работа Илоны Гавиной, «Княжна», она посвящена Барбаре Радзивилл. Тоже очень интересная работа, очень интересная история, которую Илона связала с этой работой. Дело в том, что она сама не минчанка, я не помню точно город, откуда она родом, но рядом Несвеж находится, и она рассказывала, что в детстве родители часто в Несвежский замок ее возили и постоянно пугали историями о призраке Несвежского замка. И получается, что ей хотелось вот где-то даже свои детские страхи побороть. И в качестве вот этого элемента редимейда, ассамбляжа, она использовала игрушки, которые продаются в одном из минских универмагов. И она их в корсет ввела. Если вы внимательно присмотритесь, то увидите там маленькие игрушки резиновые. Потом все это было золотом покрашено, и такой эффект как бы роскоши современной, такое переосмысление, пластик, роскошь такая, когда разные стереотипы, разные понятия начинают
друг с другом сталкиваться, и получается какой-то новый неожиданный образ, когда та же юбка сделана из черного пластикового пакета, и все это начинает работать друг с другом. Вот. Ага, спасибо за внимание. Ну, то есть тот материал, который я вам хотела показать, он закончился. Я надеюсь, что вам было интересно. Сейчас я переключусь на общий экран. В общем, главная идея, которую я хотела вам рассказать, ну, то есть то, как я чувствую экспериментальный текстиль, в том, что эксперимент может быть во всем. Неважно, это материал или это идея, форма, это смешение образов каких-то. А главное, чтобы воображение работало, чтобы наш, вот этот образ, он рождал какие-то интересные, неожиданные решения, которые будут будоражить сознание зрителя. А если сознание будет будоражиться, то, значит, есть отклик, и все это не зря. Вот. Спасибо за внимание.